Рестайлинг Mercedes S63 AMG поднял планку дорогих и эксклюзивных GT на новый уровень. Но конкуренты не дремлят. С вами я, Артемий Ем, и сегодня у нас на тест-драйве абсолютно новый Bentley Continental GT. Вы нажимаете кнопку «Старт-стоп», и автомобиль приветствует вас. И тут вы увидите первую фишку автомобиля – это вращающийся экран. Когда автомобиль заглушен, здесь непрерывный шпон. Если автомобиль заводите, появляется огромный монитор, и в случае чего можете нажать на кнопку «Скрин», и этот экран заменяется красивыми приборами. Но это не единственная уловка в автомобиле, которая заставит вас в него влюбиться. Он наполнен ими как снаружи, так и внутри. Понятно, что Bentley хотели утереть нос Мерседесу, и я вам скажу, это у них удалось. Внутри очень много деталей в интерьере, которые создают впечатление люксового и дорогого, уникального автомобиля. Например, даже ручки дверей. Казалось бы, да, не просто дорогие металлические, но внутри рифленая поверхность. И каждый раз, когда ты выходишь из автомобиля, ты вспоминаешь, что ты в Bentley. Не только ручки дверей, они рифленые, все рычаги, лепестки и опционально воздуховоды, они также с красивой гравировкой. Вроде бы это мелочь, но автомобиль за счет этого ощущается крайне дорогим. Даже посмотрите на этот подголовник. Они бы могли сделать его как угодно, но они добавили классическую металлическую окантовку. И в итоге обычный элемент в виде подголовника приобретает новый вид. Ну и, конечно, нельзя упомянуть в целом качество материалов в автомобиле. Это дорогая строчка, кожа. Даже крыша, казалось бы, кожаная уже дорого, но она еще и перфорированная. В общем, роскошь в салоне абсолютно везде. Но все же хватит болтать. Давайте посмотрим, какой он на ходу. Все-таки это Bentley Continental GT. Gran Turismo. Поехали. Первые мысли, которые тебя посещают в этом автомобиле, когда начинаешь двигаться на нем, какие же Bentley все-таки молодцы. Они умеют создать вот это ощущение люксовости, ощущение действительно дорогого автомобиля. И, конечно, огромную роль в этом играет здоровенный V12. Вообще двигатель этого автомобиля – это что-то особенное. Вот этот огромный объем – 6 литров. Он всегда превалирует, несмотря на то, что двигатель турбированный. Неважно, плавно ли ты ускоряешься или нажимаешь газ в пол, всегда пятой точкой ты понимаешь, что тяга идет не за счет турбин, а за счет огромного, серьезного V12. Здесь нет ощущения какого-то спорткара. Здесь действительно вот этот плавный ход катера, я не знаю. 100 раз вы наверняка слышали эти сравнения. Вы понимаете, о чем речь. Тебя плавно втягивает в эту скорость, но постепенно ты понимаешь, ого-го, я, кажется, сейчас лишусь прав. Они умеют создать вот это ощущение, что ты садишься в автомобиль и попадаешь не в какое-то средство передвижения, а в дорогую гостиную в дорогом особняке. Но этот особняк движется, и еще как.
Характеризуя новый кузов, нельзя его сравнить со старым. Прошлый Bentley был этакий диван на колесах в плохом смысле. Почему? Очень много тяги, такой же здоровенный крутой двигатель, но по факту больше ничем машина не славилась. Да, там тоже роскошный, дорогой интерьер, но там намного сильнее пахло вагом. Здесь, несмотря на то, что многие элементы, многие кнопки схожи с другими моделями, они все обыграны так, что у тебя даже не возникает ощущения, что эту кнопку ты можешь встретить где-нибудь в Audi или Volkswagen. То же самое в отношении управляемости. Bentley в прошлом кузове, он вообще не управлялся. Он был тяжелой коровой. Здесь это действительно огромный шаг вперед. В городских условиях, что удивительно, несмотря на огромную массу, вот этот Bentley, он тяжелее Уруса, Lamborghini Urus. Машина не кренится почти. Ее можно выдавить на крены, но для этого нужно ехать действительно в Гран-туризмо, где-то на серпантинах, давить на гашетку и прям вваливаться в поворот. Нет, этот автомобиль не мягкий. Это не Rolls-Royce, но при этом вот эта жесткость, она нельзя сказать, что жесткость. Автомобиль собранный. Тут еще очень важно, какие режимы вы используете. Просто в комфорте он слишком вальяжный, педаль на газ слишком долго отзывается. В спорте автомобиль получается вот рисковат, дерганый. Я для себя нашел выход. Ты просто выбираешь режим индивидуальный. Я ставлю трансмиссию спортивный режим, а подвеску в комфортный. И мне кажется, это лучший вариант для этого автомобиля. Но все же, как Bentley не били бы себя в грудь, что это преднамеренное решение, мы специально сделали этот автомобиль очень тяжелым, лишняя масса, она мешает. К примеру, тормоза. Они здесь здоровенные, 420 мм, 10 поршней. Но когда ты начинаешь очень сильно оттормаживаться, ты чувствуешь, как масса тянет тебя вперед. И машина достигает пределов, и, быть может, тормоза бы даже исправились. Но из-за того, что машина такая тяжелая, резина очень быстро достигает своего предела, начинает влезать АБС, машина паникует. В общем, эта лишняя масса играет не на руку. Мысли о том, что лишний вес мешает автомобилю, возникает и когда ты управляешь им. Если ты начинаешь ехать чуть-чуть быстрее обычного, вкладывать автомобиль в дуги, в резкие повороты, все время возникает мысль, вот был бы он чуть-чуть полегче, было бы лучше. Вот, смотрите. Как только ты начинаешь чуть-чуть давать газку, нос тянет наружу. Самое интересное, подвеска при этом справляется. Кренов для такого тяжеленного GT почти что нету. Но лишний вес постоянно мешает. Возникает вот эта инерция, которая тебе не нужна. Но важно отметить, это все равно совсем другой уровень по сравнению с прошлым континентом. Это то же самое, что делать замечанию троечнику или отличнику. В целом автомобиль вызывает очень положительные впечатления. Ну и, конечно, ты прощаешь многие из недостатков, потому что салон, он, еще раз я повторюсь, он просто шикарен. Есть и вопросы коробки передач. Переключения очень быстрые, но я бы не сказал, что это лучшее решение для этого автомобиля. Инженеры пытались сделать работаемые коробки как можно мягче, но это все равно робот, и небольшие рывки остались. Я также не советую вам включать лепестки на этом автомобиле, потому что они живут своей жизнью. Вы можете пытаться переключиться наверх или вниз, автомобиль сам решит, сделать это или нет. Педаль газа реагирует немножко неадекватно, потому что ты нажимаешь даже в комфорте совсем чуть-чуть, машина дергается. И получается очень плавно стартануть, что получается сделать, к примеру, на том же Мерседесе. Автомобиль едет действительно роскошно, и это классно. Что мне непонятно, это сочетание прекрасной шумоизоляции с гулом из арок. Этот недостаток характерен для Панамеры, и, наверное, он перешел сюда не просто так. Быть может, дело в резине P-Zero, но гул от колес, он постоянный. Какой-то странный обзор получается. Я хочу сказать, какой автомобиль классный, а перечисляю недостатки. Быть может, в этом как раз и фишка. У машины есть какие-то недостатки, если пытаться до нее докопаться.
но тебе на них плевать. И это круто, потому что достигнуть этого очень сложно. Как известно, Bentley Continental GT базируется на платформе от Panamera. Хотя был выбор между Audi и Porsche, Bentley решили взять базу Panamera. Кстати, именно поэтому здесь двусцепленный робот, другие коробки не подходили. Я вам так скажу, здесь есть привкус от Porsche Panamera, но все же этот автомобиль действительно Bentley. Здесь ощущение люкса не покидает тебя ни на минуту, чего иногда не хватает Mercedes S-Coupe. Здесь использована мультимедиа от Porsche Panamera. Сама мультимедиа не самая крутая, потому что все время нужно тыкать в маленькие иконки, что-то переключать. Но что сделали Bentley? Они оставили настоящие кнопки, за это им огромное спасибо. И вот это, конечно, панель, которая вращается, гениальное решение. Смешно все-таки, да, получилось? Я вам честно скажу, я кайфую от этой тачки, она крутая. А говорил о каких-то недостатках. Ну, наверное, это моя корейская душа такая, потому что не могу, да, нет предела совершенства, как говорится. Я считаю, что этот Continental GT удался. С недостатками, но автомобиль прекрасен. Вообще, интересно, я же все-таки, там, может быть, заинтересованный, но обыватель. Давайте спросим у профессионального гонщика, что он думает об этом Continental GT, как он управляется. Привет, Ром. Привет. Слушай, скажи, пожалуйста, вот как профессиональный гонщик, как так получается? Я весь обзор выискал какие-то недостатки в машине и даже иногда их находил, но при этом мне на них плевать, и я кайфую от машины. Из-за чего так происходит? Слушай, ну потому что, на мой взгляд, это все-таки лучшее, что сейчас есть на рынке. И наверняка недостаток то, что автомобиль тяжелый. Да, именно так. Ты, наверное, пытался на нем ездить быстро, пытался на нем быстро заходить в поворот. А зачем? Все-таки этот автомобиль сделан для того, чтобы передвигаться на нем красиво и комфортно. Да, то есть это не автомобиль для гоночного трека. А у него очень хорошая разгонная динамика, он хорошо тормозит. Но самое главное, он едет по дороге как поезд. Да, то есть она стабильна, она тяжелая, хорошо разгоняется, и ты чувствуешь себя комфортно, проглатывает все ямы, хотя подвеска достаточно жесткая, когда ты вставишь ее в спорт-режим, но она комфортная. То есть этот автомобиль, на мой взгляд, сделан для того, чтобы просто качественно передвигаться. Красиво ехать. Качественно. Именно качественно. Качественно, красиво передвигаться по городу. Можно быстро, если нужно. Можно, причем очень быстро. Очень быстро. Очень быстро. Абсолютно согласен, я также говорил, что это паровоз. Автомобиль ощущается как роскошный паровоз. Ну, спасибо большое за мнение, Ром. Все, спасибо. Да. Погнали? Погнали. Стал ли Continental GT лучше S-Coupe? Объективно, я бы не был так уверен. Но то, что он ощущается дороже и премиальнее, это 100%. Ну, в общем, как-то так. Он такой, новый Continental GT. С вами был Direct Times Test Drive, Артемий Ем. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч!